Рада приветствовать всех любителей вязания. Я начала вязать кардиган и решила показать узор, который мы выбрали с клиенткой. Это будет длинный кардиган до середины колена и нижняя часть до середины бедра. Мы решили сделать ажурной, чтобы вещь получилась воздушной и был выражен стиль и характер изделия. Дальше пойдет лицевая гладь, низ рукавчиков также будет ажурным. Если я буду вкладываться в сроки, то обязательно отсниму готовую вещь. Если нет, то хочу хотя бы успеть поделиться с вами этим замечательным узором, который мы выбрали в японском журнале. Вяжу я изделие из полушерсти, здесь 200 грамм в 100 метрах, и вот так выглядит этот узор при вязании снизу вверх. Вот так он будет выглядеть при вязании от горловины. Также очень интересно, но выглядит он абсолютно по-другому. Сразу покажу, как выглядит изнаночная сторона этого узора. Вообще этот узор можно использовать для множества интересных изделий. К примеру, связать джемпер или футболку этим узором полностью. Такую, как вы видите сейчас на экране, именно эта футболка и дала толчок к этому кардигану. Также можно связать этим узором только рукава или сделать палантин из шерсти или мохера полностью с таким узором, а окантовку сделать узором перо. Получится шикарнейшая вещь. Одним словом, фантазии мастера здесь есть где разгуляться. Давайте приступим к практической части и начнем, как всегда, со схемы узора. Раппорт данного рисунка составляет 18 петель в ширину и 28 рядов в высоту. Для одного раппорта узора я набрала 21 петлю. 18 это петли самого узора, 1 петля симметрии в конце ряда и 2 кромочные петли. Первый ряд кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая петля, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязываю его простым способом, вы можете провязывать протяжкой, кому как удобно. Далее идет накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 3, 4, 5. И повторяю симметрично. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель на классическое и провязываю простым способом. Вы также можете провязывать протяжкой, если вам так удобнее. И накид – это последняя петля раппорта узора. Ряд заканчиваю лицевой, это петля симметрии, и кромочной. Практически все изнаночные ряды провязываются по рисунку. Эти ряды я буду провязывать за кадром. Те же изнаночные ряды, в которых есть какие-то нюансы, я буду провязывать вместе с вами. Накиды в этом узоре провязываются открытой изнаночной петлей. Если вы вяжете по кругу, также все петли провязываете по рисунку, но накиды вы будете уже провязывать лицевыми петлями. Третий ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные петли. 1, 2. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые петли. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид,
2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 изнаночная петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой, это петля симметрии, и кромочной. Вот эти изнаночные петли, которые мы провязывали, они будут провязываться также изнаночными. Это не платочный узор, это просто выделение рисунка. Вот таким образом. Давайте 4-й ряд я провяжу вместе с вами, чтобы было более понятно начинающим мастерам. Итак, кромочную я переснимаю, провязываю петлю симметрии. Далее я вяжу сам узор. Вот у меня лицевая петля, я ее в изнаночном ряду при поворотном вязании провязываю изнаночной. Накид провязываю открытой изнаночной петлей. Далее изнаночные петли провязываю изнаночными. Дошла до накида, я его также провязываю открытой изнаночной петлей. Все изнаночные петли продолжаю вязать изнаночными. Вновь дошла до накида, его провязываю открытой изнаночной петлей, изнаночные изнаночными петлями, накид изнаночной. Я дошла до лицевых петель, которые в изнаночном ряду у меня смотрят как лицевая петля. Но эти ряды, в этих рядах я эту лицевую провязываю изнаночной. И следующую также. Ряд заканчиваю кромочной. Вот таким образом провязываются вот эти полосочки. 5-й ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 3 лицевые петли, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля и симметрично 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 7-й ряд, и здесь мы вновь провязываем изнаночные полоски. Кромочную переснимаю. Далее вяжу 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. И хочу обратить ваше внимание, чтобы легче запомнился вам узор. Там, где вы провязываете изнаночные полоски, вы провязываете первые 2 петли 2 вместе. Там, где нет изнаночных полосок, то есть лицевые петли вы провязываете, там провязываются 3 вместе. Так будет проще запомнить узор, и они чередуются просто между собой. Итак, я провязала 4 изнаночные петли, делаю накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Я закончила вязать раппорт узора. Провязываю петлю симметрии и кромочную. В 8-й ряд также провязываются вот эти изнаночные петли изнаночными при поворотном вязании. При вязании по кругу они будут провязываться лицевыми. Точно так, как я показывала, когда провязывала 4-й ряд вместе с вами. 9-й ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт самого узора. Провязываю 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5. Так как здесь у меня лицевые петли, значит здесь у меня убавление будет 3 петли вместе. То есть накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые петли, накид,
3 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю расположение петель и провязываю их одной лицевой петлей. Далее делаю накид и 4 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой, это петля симметрии, и кромочной. 11 ряд. Здесь также провязывается эта полосочка из изнаночных петель, но верхушка вот этого треугольника выполняется немножечко иначе. Смотрите как. Кромочную петлю я просто переснимаю. Далее провязываю изнаночные петли, включая накид предыдущего ряда. 4, 5 и 6. Далее делаю накид, провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево, вновь делаю накид и провязываю вот эти 3 петли центральные также вместе лицевой с наклоном влево. И симметрично накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 13 ряд. Кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и последний раз накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Следующую петлю я провязываю лицевой. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь я задействовала петлю симметрии. И поэтому ряд заканчивается просто кромочной петлей. 15 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Он начинается с 8 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее делаю накид, провязываю вот эти 3 петли вместе лицевой с наклоном влево, вновь накид и 7 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. В 17 ряду идет смена узора и выполняется он следующим образом. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Первая петля у меня идет изнаночная. Далее 3 убавления, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Первый раз 2 вместе, второй раз 2 вместе и третий раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. После чего мне нужно сделать 6 накидов через лицевую. Накид, лицевая петля, второй накид, лицевая, третья. Здесь вы можете себя проверить. Вот петля центра этого треугольника. Третий накид должен быть перед этой петлей. Четвертый накид после нее. Далее вновь лицевая, пятый накид, лицевая, шестой накид. Затем я провязываю 3 убавления влево. 2 вместе лицевой с наклоном влево, второй раз 2 вместе лицевой с наклоном влево и третий раз. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 19 ряд.
Это один из самых простых рядов в этом узоре. Кромочную я переснимаю, изнаночную провязываю изнаночной. Далее 17 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. И на этом я закончила раппорт узора. Далее вновь идет изнаночная петля и продолжаете вязать по схеме. Ряд заканчиваю я кромочной петлей. 21 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, второй раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо и третий раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 6 накидов. Первый накид лицевая петля, второй лицевая, третий лицевая, четвертый лицевая, пятый накид лицевая петля и шестой накид. Затем идут 3 убавления влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, второй раз 2 вместе лицевой с наклоном влево и третий раз я выполняю это убавление. На этом заканчивается раппорт данного узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 23 ряд также провязывается по рисунку. Кромочную переснимаю, 1 изнаночная, 17 лицевых петель. Здесь узор не формируется, просто все петельки провязываются лицевыми. Изнаночными провязывается только разделительная петля между раппортами узора, которая идет. Итак, 16, 17. Я закончила раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 25 ряд. Здесь будет третье повторение второй половины узора. Итак, кромочную переснимаю, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, второй раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо и третий раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 6 накидов. Первый накид лицевая, второй лицевая, третий лицевая петля, четвертый лицевая, пятый накид лицевая петля, шестой накид и сразу идут убавления 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 раза. И на этом заканчивается раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 27 ряд также будет провязываться по рисунку, то есть будет 1 изнаночная, 17 лицевых петель. И вот такая красота получается. Надеюсь, узор вас вдохновил, и вы обязательно с ним свяжете себе какую-нибудь красивую вещь. А какую именно, мне будет очень интересно узнать, и буду благодарна, если вы поделитесь своими идеями в комментариях. Всем хорошего дня и до встречи на канале!